Добрый вечер, любители Таиланда. Мы вас приветствуем на нашем канале. Особенно приветствие для наших подписчиков. И мы сегодня с вами будем делать такую короткую пробежку по туристическим местам в вечернее время, где оживает жизнь туристическая. Много местных жителей приехали сюда. Мы двигаемся по пляжной улочке, где наглядно можно увидеть оживление. Даунтаун наш, береговая линия, тут же люди отдыхают. Вот в кафешках люди сидят, уже видно. Хотя еще ранний вечер. Уже праздник у нас наступил, потому что у нас разрешили торговать спиртными напитками в ресторанах. Поэтому люди все любители вечером посидеть на берегу, все повыходили, и такая вот жизнь закипела. Казалось бы, какая связь, спиртное и отдых, оказывается, есть. Вот видите, как бывает. Тарабит Resort. Сейчас пока еще народа немножко, но я думаю, часика через 2, через 3 здесь мест свободных не будет. Видите, люди спортом занимаются, играют, и пляжный теннис тут же есть, и сеточку натянули, здесь постоянно волейбол играют. Видите, машины везде стоят, байки припаркованные, мест практически нет. Видите, как хорошо. Сейчас, правда, вода прохладненькая, у нас что-то в последнее время с погодой ночью до 20 градусов температура опускается. Вот Сенс кафе. Тут одно из горячих мест, она находится прям на берегу, здесь 7-Eleven. Видите, как раскрасили красиво у нас тут пешеходные переходчики. Так, это вот получается 5-я сойка, Протамнак. Тоже такая оживленная улочка, здесь постоянно люди сидят. Так, это мы уже с вами пробираемся. Сейчас уже стала знаменитой улочка Сой Бакао. Если Волкин-стрит замерла улица, здесь все в разгаре. Народ сюда перебазировался. Вот видите, здесь жизнь закипает. Девочки сидят в ожидании, двигаются. Вот такие пространства здесь большие сделали, видите? Это получается, мы с вами продвигаемся по пляжной улице, центр города. Здесь пока народу не слишком много, но уже на что-то похоже Паттайя становится. Подготовка к Новому году идет полным ходом. Вот она, улочка пляжная, видите? Какая береговая линия большая сделали, сколько песка насыпали. Кстати, сейчас на Джамтене то же самое. Такая же в конце Джамтена, там, помните, узенькая такая дорожка была, и прям сразу вот, море было, практически обрыв. Вот сейчас мы проезжали, обратили внимание, там, получается, сейчас песок тоже отсыпают, и чуть ли не 50 метров в сторону моря. То есть такая будет береговая линия широкая. Для туристов специально делают, чтобы можно было где-то зонтики поставить, разместиться. Вот все для туристов. Майк Шоп, обновленный магазин, дизайн, видите, какой сделали. Раньше только какой-то серенький был на фоне новых монстров, типа фестиваля. Так, вот у нас первый по дороге попался. У нас это буфет уже. Платишь здесь 199 бат.
И все включено. Неограниченное количество подходов от Ривьера ориентир. Это вторая улица, мы уже на Джамтине на своем находимся. И вот здесь вот 199 бат. Даже морепродукты входят. Ну, то есть такая самая распространенная кальмарчики, креветки. Вот видите, народу много. Так, это второе место у нас получается уже. Здесь уже 359 бат. Здесь даже лобстеры есть. То есть морепродукты здесь большой ассортимент, поэтому очень много. Ну, печально, конечно, пока что здесь 90%, наверное, все-таки китайцы. Европейцев очень много. Может, там кто-то с тайками приходит. Видите, столько много припаркованных автомобилей, байков. И тут жизнь кипит, просто кипит. Сейчас еще выходные. Кстати, Папа Дэй был. И вот поэтому много очень жителей приезжают с Бангкока на отдых. Позагорать, покупаться. Ну, загорать, конечно, я слишком сказал. Тайцы не любят загорать. Вот эти буфет 359 бат. Работают они в вечернее время. И практически, ну, закрываются примерно где-то около 12, наверное. Вот еще одно место туристическое. Кафешка находится на берегу. Видите? Если раньше здесь никого не было, все было выключено. Вот, кстати, здесь отсыпают, видите, забор стоит. Вот как раз здесь отсыпают береговую зону, расширяют. Ну вот, казалось, ничего особенного. Вот народ сидит. Так, вот мы знаменитый ресторан с крабиком. Мы ничего не боимся, пробираемся через клешни краба. Посетителям, видите, сколько много. Здесь просто количество не сосчитать, черно. Здесь уже музыка, видите, играют, поют. Жизнь становится веселее, конечно. Так, это получается уже в самом конце Джамтина, как раз на поворотике. Здесь тоже морепродукты продают. Вначале этот ресторан был, сюда все ездили. Потом уже крабик построили. Это на береговая линия. Мы сейчас вдоль берега проедем. Ну вот видно, что люди сидят. Места свободные еще есть, но тем не менее народу много. Так, это получается уже BB House. Здесь, видите, мы пораньше проезжали, здесь так вяленько было. Сейчас уже, видите, музыка танцует, живая здесь музыка в вечернее время. А вот Сурф у нас кафе, тоже здесь одно из туристических мест, здесь много всегда народу. И вот видите, все жизнерадостные, все веселые, улыбаются.